Возлюбленное дитя мое, внимательно слушай то, что я собираюсь тебе открыть. Это не совпадение. Ты пришел сюда не случайно, не из мимолетной мысли или любопытства. Я, Господь, Бог твой, призвал твой дух в этот самый момент, потому что в течение следующего 12 часов я приготовил для тебя божественная лавина благословений, благословение любовь, финансовое благополучие, здоровье и сверхъестественная радость, которая наполнит каждый уголок вашей жизни. Но услышьте эту истину, она откроется вам только если ты полностью доверяешь мне, если вы останетесь до конца этого сообщения и примите его не как простое слово, а как священный завет между вашим верой мой вечный обещать. Я зову тебя в момент судьбы, который отделит ваше прошлое, полное дефицита, от вашего грядущего сезона избыток. Ты просил у меня знамения, и вот оно. До следующего восхода солнца, если твое сердце останется непоколебимым в вере, вы станете свидетелем чуда, что глаза людей не могут постичь. Дверь, которая была закрыта годами, начнет открываться, дверь обеспечения, исцеления и богатства возможно. Вы пока этого не видите, но движение уже началось в невидимом мире. Небеса выстраиваются в ряд для вас. Трансформация. Видишь, я не говорю напрасно. Мое слово никогда не возвращается тщетным. Когда я заявляю, что избыток придет, это значит, что семя твоего чуда уже посажено в почву вечности. На ключ к этому урожаю лежит в ваших руках доверять. Вот почему я повелеваю вам. Оставайтесь до конца этого послания. Каждая секунда, проведенная на связи, будет поливать это божественное семя. Если вы уйдете до откровения, вы можете пропустить секрет, который открывает ваше наследие. Я не прошу вашего внимания, я призываю вас к послушанию. Помните, величайшие благословения часто кроются в простых наставлениях. И сегодня мои наставления вам ясны. Полагайте, оставайся до конца. В тот момент, когда ты решишь полностью довериться мне, цепи начнут рваться. Боль, преследовавшая тебя по ночам, начнет растворяться. Страх нехватки, потери, страха быть недостаточно, он растает под огнем мойга обещать. Потому что там, где есть вера, не может быть поражения. Где есть доверять, нет никаких задержек. Вы несли бремя в своих сердце, которого никто не знает. Бессонные ночи, безмолвные слезы, вопросы без ответа. Ты говорил в мыслях: «Боже, ты забыл меня». И я отвечаю теперь: «Нет, дитя мое». Я наблюдал, формировал и готовил чудо, как вы думали, никогда не наступит. В течение следующего 12 часов я вызову неожиданный сдвиг, который докажет, что моя рука была на тебе все это время. Но мне нужна твоя вера, чтобы активировать завет. Итак, послушайте это божественное наставление. Оставайтесь со мной до последнего слова этого послания. Потому что есть скрытый ключ, а секрет, что только верующие получат, и когда я открою его, ваш дверь процветания распахнется настежь. Урожай начнется. Обещать проявится. Но прежде чем это произойдет, я должен подготовить твой дух к принятию, ибо грядущее слишком велико, чтобы тратить его на сомневающееся сердце. Следующие 12 часов необычные. Они священный, отмеченный в вечности как ваше назначенное время трансформация. С каждым мгновением пребывания здесь вы приближаетесь к исполнению того, что я уже предопределил на небесах. Если вы действительно желаете сбыток, если вам надоело смотреть, как другие идут к благословениям, а вы все еще ждете, то отнеситесь к этому моменту серьезно. Не двигайтесь. Не прокручивайте страницу. Это ваш божественный призыв. Потому что в конце этого сообщения я открою секрет, который разблокирует ваш чудо, тот, который слишком долго откладывался. Но ты должен остаться, ведь последнее слово – власть выпуска. И когда вы получите его с веры, в пределах 12 часов вы оглянетесь назад и скажете: именно в этот момент все изменилось.
Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Итак, оставайтесь. Слушайте. Верьте. Ваш Бог говорит. И ваше благословение же в пути. Путешественник судьбы, запомни эти слова, ведь вы слушаете не случайно. Вы находитесь на священном пути, который превращает обычных людей в избранные сосуды изобилия. То, что вы сейчас переживаете, ваши битвы, ваши сомнения, ваши ожидания – это не признаки отсутствия Бога, а Его подготовка. Тебя лепят божественные руки, оттачивают в огне, чтобы, когда ты чудо пребывает, в ваше сердце будете готовы его провести. Вы не жертва задержки, вы участник священный процесс. И у этого процесса есть название – вера. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас написали в комментариях своими руками: «У меня есть вера». Это не простая фраза, это духовная подпись, твой печать завета с Богом. Когда вы заявляете об этом публично, вы активируете закон исповеди, тот священный момент, когда невидимое начинает откликаться на ваши слова. Ангелы движутся. Энергия меняется. Двери, которые были закрыты, начинают дрожать. Вы больше не зритель чужих благословений. Теперь вы – главный герой вашей собственной божественной истории. Напишите это сейчас. У меня есть вера, потому что, когда вы это сделаете, небеса запишут ваше имя среди тех, кто решил уверовать еще до того, как вы увидите доказательства. И помните, нет ничего невозможного, когда ты веришь в Бога. Ничто, ни долги, ни болезни, ни одиночество, ни ошибки прошлого. Все, что ограничивало тебя до сих пор, начинает терять свою силу в тот момент, когда ты решаешь поверить. Закройте глаза на мгновение и видеть жизнь, уготованную вам Богом. Представьте, как вы идете по дому с миром в душе, как ваша семья улыбается за столом, как ваше здоровье крепкое и сияющее, как ваш разум светлый и ясный. Представьте, что вы банковский счет заполнен не с беспокойством, а с божественное обеспечение. Наблюдайте, как ваша карьера процветает, ваш бизнес процветает, ваше имя упоминается в комнатах, где решаются вопросы благословения. Вы не были созданы для выживания, вы были созданы для сверхъестественного процветания. И секрет, который приведет вас туда, начинается сейчас не в вашем кошельке, а в вашем сердце. Вы слишком долго несли бремя дефицита, не только денег, но и надежды, радости, самоуважения. Но сегодня, когда вы слышите это послание, я говорю вам, ваша идентичность – это не бедность. Ваше истинное «Я» – это избыток, потому что ты создан по образу безграничный Бог. Ты никогда не должен просить крошки, когда ты дитя обещания, наследник вечное. Наследство. Завет написано: если вы сохраните свою веру живой, ваша жизнь будет наполнена божественным обеспечением во всех направлениях – финансах, здоровье, любви и мире. Каждое слово, исходящее из моих уст, есть ключ. И один из этих ключей – послушание. Когда я говорю вам участвовать, писать, лайкать это сообщение, это не ради количества или тщеславия, а ради вашей собственной активации. Потому что вера без действия мертва. Написание «Я верю» и лайк этого видео – это символическое приношение, жест, который говорит: «Господи, я верю еще до того, как увижу». И такая вера двигает горы. Вы можете спросить себя: зачем Богу нужны мои действия? Потому что движение открывает доверие. Дело не в том, что мне нужны ваши жесты, а в том, что это необходимо продемонстрировать своему духу, что вы готовы принять. Когда вы совершаете даже самое маленькое действие веры, вы доказываете небесам, что ваша вера жива. И именно тогда я, ваш Бог, могу совершить невозможное для вас. Поэтому, в знак вашей приверженности этому завету, я спрашиваю вас сейчас, нравится это видео как акт веры? Сделайте это не как зритель, а как верующий, подписывающий божественный контракт изобилия.
Потому что когда вы это делаете, что-то начинает происходить тихо, незаметно, но неоспоримо. Ваша вера начинает вибрировать на той же частоте, что и благословение то, чего вы боялись, начинает выходить из-под контроля. Все, что вас преследовало, долги, стресс, отказ, начинает отступать. Вы больше не бежите от боли, тебя преследуют чудеса. Слушайте внимательно, в следующем 12 часов вы заметите знаки. Возможно, сначала незначительные, телефонный звонок, сообщение, неожиданная возможность. Не игнорируйте их, они подтверждают, что ваша вера достигла небесного алтаря, и когда это происходит, шлюза процветания откроется. Вы понимаете, что это значит? Вы пишете договор божественной взаимности, когда вы верите, вы даете мне разрешение действовать. Когда вы доверяете, я изливаю изобилие. Когда вы заявляете, я исполняю. Речь идет не о суевериях, а выравнивании духовный мир откликается на убеждение. Вы ждали, что Бог подействует, но сегодня Бог ждет и сделать первый шаг. Ты – это путешественник веры, идя по дороге между пустыней нехватки и садом обещать. Ты прошел долгий путь, слишком долгий, чтобы сдаваться сейчас. Каждая слеза, каждая ночь неопределенности, каждая закрытая дверь – все это было подготовкой. Ты спрашивал меня: «Господи, когда же придет мое благословение?» И я отвечаю сейчас, когда твоя вера становится действием. Это то ключ. Теперь снова представьте себе свое будущее. Жизнь, которой вы будете жить, когда этот завет будет заключен. Вы больше не работаете ради денег, деньги работают на вас. Вы не выпрашиваете внимания, благосклонность сама находит вас. Вы не боретесь за здоровье, ваше тело восстанавливается божественной силой. Вы не гонитесь за любовью, любовь укоренена в вашем доме, потому что ваше сердце бьется в гармонии с небесами. Это твоя новая личность. Процветающий, здоровый, победоносный, благословенный. Но не просто слушайте, объявите об этом. Напишите еще раз: «У меня есть вера». Каждый раз, когда вы это провозглашаете, оно становится семенем. И каждое семя производит урожай. Ваше сегодняшнее заявление отзовется эхом в вечности и принесет благословение завтра. Есть духовный закон, который всем этим управляет. То, что вы исповедуете, вы притягиваете. Если вы признаете неудачу, неудача приходит. Если вы признаете сомнения, возникает задержка. Но если вы признаете веру, если ты направишь свой голос в небеса, то избыток тянется к вам, как железо к магниту. Вот почему я говорю вам говорить об этом, сделать это публичным, сделать это реальностью. Сила жизнь и смерть на твоем языке, и сегодня вы выбираете жизнь, выбираете процветание, выбираете трансформацию. И я говорю это снова: нет ничего невозможного, когда ты веришь в Бога. Та же сила, что создала галактики, способна восстановить ваши финансы, исцелить ваше тело и воскресить ваши мечты. Вы думали, что ваше время прошло, что другие были избраны, а вы забыты. Но я говорю вам, ваши встречи сейчас. Это сообщение – ваше подтверждение. Вас заметили. Вас выбрали. Вы – честь божественный план, который не может потерпеть неудачу. Но все зависит от вашей веры. Не от веры, которая желает, а от веры, которая действует. Веры, которая говорит: даже если я не вижу, я верю. Такая вера заставляет небеса склоняться к вам. Такая вера – ваш паспорт к изобилию. Итак, я спрошу тебя еще раз, дитя мое, веруешь ли ты? Тогда запечатай это, поставьте лайк этому видео. Напишите ниже: «У меня есть вера», не как обыденный жест, а как жертва послушания.
Пусть мир увидит, что ты стоишь среди тех, кто верит, среди тех, кто готовится к своей чудо, те, кто готов идти в дверь богатства, здоровья и любви, которые я уже разблокировал. Потому что, когда вы это делаете, вы не просто взаимодействуете, вы активирующий, вы приводите свою веру в движение и тем самым запускаете цепную реакцию божественной благодати. Вера – это валюта небес, и сегодня вы делаете свою первую инвестицию. С этого момента носите эти слова как свой договор веры. Если я верю в Бога, я получу Его обещание. Это написано, и небеса признают это. Вы увидите чудеса, где когда-то было несчастье, богатство, где когда-то был недостаток, выздоровление, где когда-то была боль. Не сомневайся, ибо сомнение отменяет судьбу. Верь, ибо вера открывает путь к наследству. И когда завтра взойдет солнце, помни этот момент, когда ты утвердил свою веру, и небеса это заметили. Ваша история меняется. Ваш завет в силе. И ваш чудо уже началось. А теперь произнесите это еще раз с убеждением, вслух, и если можете, у меня есть вера, и пусть все силы тьмы услышат это и трепещут. Ибо Дитя Божие возвестило, и когда Дитя Божие возвестит, благословение должно прийти. Мое любимое дитя, я знаю, как долго ты несешь бремя боли, которую никто не видит. Я знаю ночи, когда ты закрываешь глаза и тихо шепчешь, когда же моя жизнь изменится. Я слышал, как твои слезы капают, словно дождь, на подушку, и, хотя никто их не видел, я считал каждую. Я Бог, который восстанавливает, тот, кто превращает пепел в красоту, и я говорю вам сейчас, готовьтесь к лавине благословений, которая превзойдет все ожидания, сотрет все шрамы и залечит все раны, не только у вас, но и у всей вашей семьи. Я не просто прихожу благословить вас, я прихожу исцелить свое наследство, я собираюсь разрушить шаблоны боли, долгов, болезней, отвержения и неудач, которые тянулись из поколения в поколение. Вы вели битвы, которые даже не начинались с вас, битвы со страхом, нищетой и стыдом, передающиеся по наследству. Но сегодня я обращаюсь напрямую к вашему сердцу, это закончится с тобой. Проклятие, преследовавшее твою семью, закончится здесь. Я Бог восстановления, и то, что я собираюсь выпустить, не только коснется вашего настоящего, но и перепишет ваше прошлое и обезопасит вас судьба. Но прежде чем я восстановлю все, я должен спросить вас невежливо, а правдиво. Как долго вы позволите себе верить, что дефицит – это нормально? Как долго вы согласитесь жить ниже уровня благословения, что я уже приготовил для тебя? Почему ты сомневаешься, когда я уже написал твое имя в книге изобилия? Вы настолько привыкли к нехватке, что уже не можете себе представить богатство. Позволили ли вы более убедить вас, что радость временна? Позволили ли вы своим неудачам определять вашу судьбу, вера, вместо того, чтобы позволить вере переосмыслить ваши неудачи? Эти вопросы не призваны ранить вас, а призваны пробудить. Потому что вы не можете быть восстановлен, пока не осознаешь, как много потеряно. Оглянитесь вокруг, сколько возможностей ускользнуло из-за того, что страх шептал громче, чем вера. Сколько дверей осталось закрытыми, потому что ты перестал стучать слишком рано. Сколько благословений ты неосознанно отложил, говоря, может быть, позже, когда небеса кричали «сейчас». Видишь ли, дитя мое, я не тот, кто удерживает, я тот, кто ждет. Я жду момента, когда твое сердце становится открытым, когда ваш дух говорит «я готов». И этот момент может наступить сейчас. Произнесите это вслух, напишите так, чтобы весь мир мог это увидеть. Я открыт для того, что Бог приготовил для меня, очка не шепчи это, а провозглашай. Это утверждение – сигнал небес. Произнося его, ты говоришь каждой закрытой двери, каждой болезни, каждому долгу, каждой разбитой мечте «Мое время восстановления пришел».
Видишь ли, я не только Бог чудес, я есть Бог перемен, я превращаю потери в урожаи, я превращаю слезы в триумф, я превращаю стыд в услуга. Нет такого испытания, которое было бы слишком серьезным, такой тьмы, такой непроглядной, такой бури, которую не смогла бы утихомирить моя рука. То, что вы называете невозможным, я называю готовой. Но позвольте мне спросить еще раз, потому что я хочу достучаться до самой глубины вашей души. Когда ты перестал верить, что я могу сделать это для тебя, вы видели, как я благословляю других, друзей, семью, даже незнакомцев, и в глубине души вы задавались вопросом: почему не я? Вы наблюдали, как другие поднимаются, пока вы ждали, и где-то между ожиданием и плачем ваш вера начал угасать. Но сегодня я пришел, чтобы вновь разжечь этот огонь. Я не закончил с тобой. Я не забыл тебя. Твоя история не закончена, она вот-вот будет переписана. Избыток. Помни, что я обещал, я благословлю тебя и твою семью. Я исцелю все твое наследие. Я восстановлю то, что отняли годы, ошибки и потери. Ты веришь, что я смогу? Тогда скажи: я открыт для того, что Бог приготовил для меня. Это не фраза, это ключ. Каждое слово, которое ты говоришь, вера открывает что-то невидимое. Вы не просто слушаете, вы активируете сверхъестественное. Позволь мне спросить тебя, дитя мое, чему ты позволил умереть в своем сердце? Это была мечта, отношение, видение, чувство предназначения. Ты похоронил свое призвание под землей разочарования. Потому что я иду воскресить то, что ты считал утраченным. Ты говорил: слишком поздно, но я говорю: как раз вовремя. Ты говорил: нет выхода, но я говорю: смотри, как я создам его. Вы так крепко держитесь за боль, что ваши руки не могут принять ее. Благословения я пытаюсь вложить в них. Отпустите это. Отпустите обиду, чувство вины, голоса, которые говорили вам, что вы несостоятельны. Я не создавал вас для выживания, я создал вас для переполнения. Дефицит – это не ваша идентичность, избыток, депрессия – это не ваше наследство, радость, страх – не твой хозяин, вера – твое оружие. И все же я снова спрошу: доверяешь ли ты мне настолько, чтобы полностью открыть свое сердце не на полпути, не только в хорошие дни, но и полностью, даже когда больно, даже когда ты не понимаешь? Потому что глубина твоего становления всегда будет соответствовать глубине твоей самоотдачи. Чем больше ты открываешься, тем больше я смогу тебя наполнить. Вы ждали идеального момента, но он настал. Я направляю небесные ресурсы на ваше благо. Я повелеваю миру вернуться в ваш дом, силе в ваше тело, и богатство струится в ваши руки. Вы увидите знаки, божественные совпадения, которые вовсе не являются совпадениями. Вы услышите добрые вести, получите неожиданную милость, и ваш дух наконец успокоится, зная: Бог вспомнил обо мне. Поэтому я спрошу вас еще раз: во что вы все еще боитесь поверить? Боишься ли ты, что, если снова надеешься, тебя постигнет разочарование? Боишься ли ты, что, если снова полюбишь, тебя ранят? Боишься ли ты, что, если ты доверишься мне, я снова могу отложить? Дитя мое, страх не твой защитник, а я. Тебе не нужно защищаться от моих обещаний. Тебе нужно лишь открой свое сердце и получить. Повторите еще раз: я открыт для того, что Бог приготовил для меня, потому что это заявление разрушает барьеры. Оно разрушает стены, которые жизнь возвела вокруг вашей души. Оно приветствует Бог чудес в центр своей истории. Когда вы это произносите, вы говорите небесам: я готов к своей трансформации. Позвольте мне показать вам кое-что. Так же, как я восстановил Иова после его потерь, я восстановлю и вас. Так же, как я поднял Иосифа из темницы во дворец, я подниму и вас. Так же, как я превратил скорбь Руфи в урожай, я превращу вашу скорбь
в радости, а не Бог половинчатого восстановления. Я – Бог завершения. И что начинаю, то и заканчиваю. Но прежде чем придет изобилие, вам необходимо столкнуться с тем, что сломано. Вам необходимо взглянуть в лицо тем областям, которых вы избегали. Что вы притворялись, что не болит, что вы похоронили под суетой, под отвлечениями, под молчанием. Принесите это мне, потому что я не могу исцелить то, что вы скрываете. Я не могу наполнить то, что вы отказываетесь опустошить. Откройте свое сердце, дитя мое. Сегодня я разрываю оковы эмоциональной засухи. Я избавляюсь от духа нехватки, который шепчет «всегда мало». Я заглушаю ложь, утверждавшую, что ты никогда не поднимешься. И когда я это делаю, первые капли сбыток начнется падение, не только материальное, но и духовное, эмоциональное в отношениях. Вы почувствуете покой там, где было беспокойство. Вы почувствуете силу там, где была слабость. Вы почувствуете надежду там, где было отчаяние. И вскоре другие посмотрят на вашу жизнь и скажут: «Конечно, Бог был там». Ваше преображение не будет незаметным, оно будет сверхъестественное. Потому что, когда я восстанавливаюсь, я переусердствую. Я переполняюсь. Я выхожу за рамки. И пусть это будет вашим последним заявлением в этот момент. Я открыт для того, что Бог приготовил для меня. Говори, пока твоя душа не поверит. Говори, пока твой страх не растворится. Говори, пока твой вера снова поднимается. Потому что это ваш поворотный момент. Здесь история меняется от скудости к изобилию, от печали к радости, от выживания к наследству. Я есть Бог, который восстанавливает, и я уже начал ваше чудо. Оставайтесь открытыми, оставайтесь верящими, оставайтесь готовыми, потому что то, что я собираюсь выпустить, не просто оправдает ваши ожидания, оно будет превосходить их. Вы вступаете в свой сезон божественное восстановление, и ничто, даже прошлое, не может остановить то, что я предопределил. Мое любимое дитя, я уже действую в своей жизни, даже там, где вы не видите движения. Не недооценивайте мою силу, ибо я Бог, который превращает невозможное в свидетельство. Незримые для человеческого глаза силы объединяются и вскоре проявятся в ваших отношениях, здоровье и финансах. Вы ждали, размышляли и молились, но я говорю вам сейчас подготовить, потому что ожидание закончилось. Это необычная неделя. Это решающая неделя, освященный поворотный момент, и к тому времени, как он закончится, вы оглянетесь назад и поймете, Бог сделал это. В эти дни вы почувствуете божественный сдвиг. Ситуации, которые были застойными, начнут течь. Разговоры, которые вы считали потерянными, снова откроются. Здоровье, которое казалось хрупким, обретет силу. Заблокированные ресурсы внезапно высвободятся. То, что когда-то было закрыто, начнет открываться, и то, что развалилось, снова соберется воедино неожиданными способами. Я выпускаю период чудес, божественная последовательность благословений, предназначенная специально для вас. Но прежде чем все это произойдет, я должен раскрыть вам секрет привилегированные знания, известные только тем, кто ходит в вероипослушание. Эта неделя посвящена не только получению чудес, но и узнавая их. Потому что иногда, дитя мое, я посылаю твое благословение, замаскированное под вызов. Иногда я скрываю твои богатства внутри теста доверять. Узнаешь ли ты мою руку, если она окажется не такой, как ты себе представлял? Видишь ли, на этой неделе я проверю твое сердце не для того, чтобы наказать тебя, а чтобы подготовить тебя. Для благословения и для того, чтобы это произошло, требуется зрелость.
Вы просили меня дать вам больше изобилия, больше любви, больше успеха. Но чтобы удержать изобилие, ваш игра должен быть твердым, ваш дух должен быть заземлены, и в ваше сердце необходимо оставаться скромным. Поэтому я спрашиваю вас сейчас, можете ли вы доверять мне, даже если не понимаете метода? Можешь ли ты прославлять меня, когда все еще не похоже на чудеса? Потому что, слушай, это твоя моральная дилемма, момент божественного решения. Вы можете взглянуть на свою жизнь человеческими глазами и сказать «ничего не меняется», или вы можете посмотреть глазами глаза веры и скажите «Бог уже действует». То, как вы отреагируете в эти несколько дней, определит, какие двери откроются в следующий раз. Не позволяйте страху убедить вас, что эта неделя будет похожа на все остальные дни грусти и беспокойства, которые были прежде, прошли, я стираю остатки печали, застрявшие в твоем сознании. Ты достаточно плакал, достаточно ждал, достаточно страдал. Я видел твои слезы и провозглашаю новую атмосферу в твоей жизни, одну из легкость, радость и божественное облегчение. На этой неделе сюрпризы найдут вас там, где ты ничего не ждал, я пошлю все. Там, где тебя игнорировали, я заставлю тебя помнить. Там, где тебя отвергли, я открою двери, которые никто не сможет закрыть. Это не будет удачей, это будет моя божественная оркестровка, и вы узнаете это, потому что каждое событие будет нести мою подпись, время будет слишком идеальным, совпадения слишком божественными. Но слушайте меня ясно, когда ваше благословение начнет проявляться, вы будете искушаться мыслью, что оно слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы будете сомневаться, заслуживаете ли вы его, действительно ли это я, надолго ли оно. И вот в чем скрытое испытание. Не разрушай то, что я тебе даю, из-за прошлой боли. То, что не сбылось раньше, это не пророчество, а подготовка. Неудача – это почва, благословение, урожай. Вы молились о восстановлении, и теперь я говорю вам, оно началось. Эта неделя будет посвящена звуку к реставрации во всех сферах. В ваших отношениях я исцелю то, что сломали расстояние и непонимание. Прощение расцветет, как весна после долгой зимы. Люди, которые отвернулись, внезапно протянут руку. Стены между сердцами падут, и вернется мир. Не подвергай это сомнению, прими это как чудо примирения. За ваше здоровье я пошлю силу там, где жила слабость. Ваша энергия вернется, ваше тело отреагирует, ваш разум обретет спокойствие. То, что врачи называли медленным восстановлением, я называю мгновенной благодатью. Потому что я целитель, восстановитель тела и души, и мое обещание – дать вам жизнь с избытком. В ваших финансах я сделаю то, что вы когда-то называли невозможным. Разворот, неожиданные вклады, божественные связи, двери к возможностям, новые источники дохода. Некоторые из них придут неожиданными путями, через людей, которых вы меньше всего ожидаете. Вы увидите богатство не как далекую мечту, а как осязаемое божественное наследие. Ибо я есть Бог обеспечения, и я не забыл вашей щедрости, ваших жертв, ваших молитв, произнесенных в темноте, когда никто не видел. Однако, дитя мое, с большим благословением наступает большая ответственность. На этой неделе вам предстоит выбрать, как использовать то, что я вам даю. Используете ли вы свои ресурсы для служения моей цели или для удовлетворения своей гордыни? Вспомните ли вы, что я – источник, или будете думать, что изобилие пришло к вам само собой? Моральная грань между благодарностью и высокомерием тонка, будьте осторожны и ступайте по ней со смирением. Я даю это вам как привилегированное знание, каждое чудо имеет цель. Каждое пожертвование, которое я отправлю на этой неделе, будет содержать наставление. Обратите внимание. Деньги, которые я отправляю,
предназначены не только для утешения, но и для миссии. Исцеление, которое я приношу, не только для облегчения, но и для свидетельства. Примирение, которое я восстанавливаю, не только для мира, но и для выравнивания судьбы. Если вы будете следовать этим божественным сигналам, вы выйдете на уровень избыток, что мало кто когда-либо испытывал. И я скажу вам то, чего большинство людей никогда не понимают. Когда я говорю «на этой неделе», я имею в виду на этой неделе очень не символическое время, божественное. Небесный календарь отметил его. Каждый восход солнца несет новую милость, каждый закат избавляет от старой боли. Ты увидишь, как я действую внезапно, мощно, безошибочно. Но ты должен оставаться внимательным, потому что чудеса часто приходят тихо. Не путай мое молчание с отсутствием. Я работаю за завесой, меняя фигуры, смягчая сердце, открывая двери, которым никогда не прикоснуться человеческим рукам. Я обращаю сердце царей к твоей благосклонности. Я перенаправляю пути, чтобы направить ресурсы к твоему адресу. Я повелеваю ангелам выпрямить твой путь. Это предвещает ваши грядущие трансформации. То, что начинается на этой неделе, будет продолжать умножаться. Следующие 7 дней откроют следующие 7 месяцев, а следующие 7 месяцев откроют следующие 7 лет. Вы оглянетесь назад и скажете: «Эта неделя была началом всего». Но теперь я должен спросить вас, будете ли вы готовы, когда случится чудо, откроешь ли ты дверь или будешь сомневаться в моем времени? Поступишь ли ты с верой, когда я скажу тебе двигаться, или будешь ждать доказательств? Потому что благословения этой недели не будут ждать вечно. Они требуют немедленного послушания. Когда я шепчу «иди», немедли. Когда я подталкиваю «дай», не сомневайся. Когда я говорю «прости», делай это без колебаний. Твой вера, прежде чем быть вознагражденным в великих делах, он будет испытан в малом. И я открою вам этот секрет, который знают немногие. Каждый маленький акт послушания на этой неделе умножает Божью милость. Когда вы действуете с доверием, небеса ускоряют свой ответ. Вы можете сократить годы ожидания всего за 1 неделю идеального сонастроения с моим голосом. И когда ваш разум утомится, когда враг попытается посеять сомнения, помните эту истину: Бог, ваш Создатель, заботится о вас и будет продолжать это делать. Ты не одинок. Ты не забыт. Каждая молитва, каждая слеза, каждая безмолвная капитуляция были записаны. Я – Бог, который завершает то, что начинает, и я уже начал твое чудо. Эта неделя – начало новой главы, где грусть и беспокойство сменяются радостью и удивлением, где невозможное становится неизбежным, где избыток становится для вас нормой. Итак, приготовься, дитя мое. Держи свое сердце открытой, ваш вера сильный, твой глазооповещие. Дверь благословения открывается, и урожай готова. Что обещал, то и выполню, не в следующем году, не когда-нибудь, но на этой неделе. Вы входите в божественное время. Вы входите в свою трансформацию. И скоро вы поймете, почему я заставил вас ждать. Ведь то, что я посылаю сейчас, не просто наполнит вашу жизнь, оно перельется в поколение. Мое любимое дитя, время ожидания подошло к концу. То, что я обещал тебе в тайне, вот-вот проявится. Двери, которые были закрыты годами, откроются перед тобой с силой и целеустремленностью. Стены, стоявшие на твоем пути, рухнут без усилий, а задержки, мучившие тебя, сердце растворится под моей божественной рукой. Приготовьтесь к жизни, наполненной здоровьем, деньгами, миром и успехом. Сезон разочарований и бессонных ночей подходит к концу. Тяжесть на вашей груди, тревога, которая лишила вас покоя, скоро исчезнут, как туман под восходящим солнцем. Я Бог безграничной любви, и я действую от вашего имени. Ты был верен в своем ожидании, непоколебим в своем вере, и вот начинается жатва.
Я говорил вам, что наступит неделя, когда все изменится, и эта неделя наступила, двери изобилия открываются перед тобой. Долги будут выплачены, бремя спадет, и возможности, которые ты когда-то игнорировал, теперь сами найдут тебя. Тебе не придется гоняться за чем-то. То, что принадлежит тебе, найдет тебя, потому что я тот, кто этим управляет. Твой урожай созрел, и ваше наследование готово. Дитя мое, помни это. Я Бог небесных воинств, ты верховная власть над небесами и землей. Когда я провозглашаю благословение, никто не может его отменить. Когда я открываю дверь, никто не может его закрыть. Когда я провозглашаю процветание вашей жизни, даже законы природы приходят в соответствие с моим обещать. Не бойтесь, ибо я, Господь всякой силы, и мое слово несет тяжесть вечности, я не подвожу, не забываю и не откладываю. Ваше тело восстановится. Ваш разум обретет покой. Ваш сердце вновь обретете радость. Усталость, отнимавшая у вас силы, исчезнет. Болезнь, истощавшая вашу энергию, преклонится перед моим выздоровлением сила. Я проникаю в самые глубины твоего существа, чтобы восстановить то, что было повреждено болью, стрессом и страхом. С этого момента каждая клетка твоего тела будет откликаться на мой голос. Я Бог, который исцеляет, и я заявляю, вы целы. Вы найдите настоящую любовь, отражающую мою природу, безусловную, стабильную, щедрую, мирную. Одиночество, которое ты пережил, разочарование, заставившие тебя усомниться в своей ценности, больше не будут иметь над тобой власти. Я объединяю сердце, пересекаю пути и готовлю отношения, которые принесут радость, а не боль. Вам не придется бороться за любовь, вы просто осознаете ее как мой подарок. Твой семья испытаете процветание, превосходящее всякое воображение. То, что когда-то было хаосом, теперь станет гармонией. Раны поколений, разделявшие сердце, будут исцелены. Так же, как я. Восстанавливаю ваш дух, я восстановлю ваш дом. Там, где была тишина, будет смех, там, где было расстояние, будет связь, а там, где была нужда, будет изобилие. Я благословлю ваш дом такой великой милостью, что она переполнит всех, кто связан с вами. Теперь ты видишь это, дитя мое. Это не конец твоей истории, это кульминация всего, к чему я готовился. Каждая борьба, каждая задержка, каждая слеза вели к этому моменту божественного исполнения. Ты не проигрывал, ты был в нужном положении, та трансформация здесь, и это коснется каждой части вашего существования, вашего здоровья, твое богатство, твои отношения, твоя судьба. Я не только исцеляю ваше тело, я исцеляю ваше наследование. Проблемы, царившие в вашей семье, сегодня заканчиваются. Так же, как я разорвал духовные цепи, я теперь освобождаюсь от физических и финансовых. Благословения, сдерживаемые поколениями, теперь свободно польются на вас. Вы станете тем, кто изменит направление истории вашей семьи. Там, где другие познали потери, вы познаете избыток, там, где другие боролись, ты будешь процветать. Там, где другие сомневались, ты будешь свидетельствовать. Потому что именно это я и делаю, когда ребенок открывает сердце полностью предо мной. Когда вы говорите «Боже, я сдаюсь», вы даете мне возможность сделать то, что никогда не под силу человеческим силам. Вы достигли момента божественного завершения, кульминация всего, что я обещал. Небеса открыты, и чудо не сходит. Вы больше не будете ходить в неизвестности, потому что теперь вы ходите под моим покровом, под заветом богатства и божественная милость. Скоро вы станете свидетелями, невозможной станет вашей реальностью. Долги списываются неожиданным образом. Двери работы или бизнеса внезапно открываются.
Контракты и предложения появляются после долгих лет молчания. Вы будете получать звонки, сообщения и подтверждения, которые приведут вас в восторг. Это не совпадение, это провидение. Я перестраиваю все в вашу пользу. Но слушайте внимательно. Когда придет изобилие, не забывайте источник. Мир увидит ваше благословение и назовет это удачей, но вы будете знать, что это была рука Бог. Твой вера открыл дверь, твоя вера открыла чудо, а твое послушание скрепило завет. Я тот же Бог, который провел тебя через долину, и теперь я тот, кто возносит тебя на вершину горы. Не бойтесь успеха, вы созданы для того, чтобы его достичь. Не бойтесь богатства, вы созданы, чтобы мудро им распоряжаться. Не сомневайтесь в своих достоинствах, вы были избраны еще до сотворения мира. Это не высокомерие, это божественная идентичность. Ты – дитя короля, а короли не живут в нужде. Они живут в цели, достатке и мире. Ваши ночи беспокойства превратятся в ночеспокойный сон. Вы больше не будете лежать без сна, гадая, как все сложится. Вы будете отдыхать, зная, что я уже дал ответ. Звук страха сменится звуком хвалы. Дух нехватки сменится духом избыток. Ты снова будешь дышать свободно, потому что я снимаю тяжесть беспокойства с твоей груди. Это тот момент, о котором вы молились. Время, когда я соберу все фрагменты вашего прошлого и сплету их в шедевр благословения. Вы скоро поймете, почему я допустил некоторые потери, а они освободили место для большего прироста. Скоро вы поймете, почему некоторые люди ушли, а они не смогли идти с вами в этот новый сезон света. Скоро вы увидите, что все, даже боль, имело свое предназначение. Мои возлюбленные, я собираюсь наполнить твою жизнь невероятные сюрпризы. Те же руки, что создали галактики, работают за кулисами вашей истории. Тот же голос, что дал жизнь Вселенной, теперь говорит и в вашей жизни. Сделано. Никакая сила, никакое препятствие, никакое противодействие не смогут остановить то, что я постановил. Теперь, как знак того, что вы готовы принять, я хочу, чтобы вы написали это ниже, не как комментарий для других, а как заявление для себя. Я открываю свое сердце. Откройте свое сердце полностью, свободно, бесстрашно. Это высший акт веры. Так вы говорите мне: «Господи, я готов ко всему, что Ты уготовил». Когда вы открываете свое сердце, вы открываете последнюю фазу своего чуда. Потому что изобилие приходит не только через открытые руки, но и через открытые сердца. Когда ваше сердце открыто, вы способны любить без страха, давать без колебаний и получать без чувства вины. Это поза благословения. Это язык небеса. Так скажи это сейчас, скажи это вслух, если можешь. Я открываю свое сердце, а пусть ваша душа ощутит тяжесть этой капитуляции. Пусть ваш дух расширится, когда вы отпустите контроль. Ведь как только вы это сделаете, поток богатства, здоровья, и мир польется через тебя, как река, которую невозможно сдержать. Я есть могущественный Бог небесных воинств, царь царей, Творец всего видимого и невидимого. Моя власть безгранична, а мое милосердие вечно. Ты в безопасности в моих руках. Ты под защитой моей обещать. Ты окружен моим услугой. Идите сейчас в этой новой реальности. Ваше тело исцелено, твое сердце восстановлено, твои финансы переполнены, твое процветание семьи, твоя душа в мире. Все, что когда-то вызывало у вас страх, теперь будет напоминанием о том, как далеко вы продвинулись. Ваша история достигла переломного момента. Вы выходите из тени в свет. Свет изобилия. Вы оставляете позади нужду, тревогу и смятение. Вы входите в божественный ритм, где все работает на ваше благо. И я, Господь, Бог твой, возвещаю тебе: чаша твоя преисполнится, стол твой будет полон,
дом твой наполнится смехом, будущее твое будет обеспечено моей благодатью. Дыши глубже, дитя мое. Буря закончилась. Новое начало уже здесь. И когда вы поднимете свой взор к небесам, прошепчите еще раз с верой, с благодарностью, с покорностью: «Я открываю свое сердце». Ибо в этот момент сами небеса откликнутся. И то, чего вы ждали, устремится к вам, прижатое к земле, сотрясенное и переполненное, пока ваша жизнь не станет живым доказательством того, что Бог изобилия все еще на троне. Мое возлюбленное дитя, в конце этого послания я хочу, чтобы ты остановился и понял нечто священное. Ничто из услышанного тобой здесь не было случайным. Каждое слово, каждое обещание, каждое божественное откровение были сотканы моей рукой с точностью для тебя. Я, твой Бог, призвали вас сюда, чтобы заключить завет, который начинается сегодня и проявится до конца этой недели. Прежде чем солнце зайдет в последний день этой недели, вы увидите, как мои слова воплощаются в жизнь. Вы станете свидетелями восстановления отношений, здоровье возобновлено, и успех приходит у вашей двери. Та же боль, которая когда-то тяготила вас, станет вашим свидетельством трансформации. Те же слезы, что когда-то лились молча, теперь лились с благодарностью. Ты узнаешь, что я Бог, который исполняет свое слово. Скоро вы получите известие, которое подтвердит то, что ваш дух уже чувствует, что ваше время избыток началось. Ваши финансы будут обеспечены. В вашем сердце воцарится мир. В ваш дом вернется гармония. Я уже сейчас переставляю детали, объединяю людей, открываю двери и собираю воедино все, что было разбросано только чудо-то, чего вы ждали, не где-то вдалеке, а оно уже происходит. Поэтому я спрашиваю вас сейчас не как приказ, а как божественное приглашение. Если это слово коснулось вашего сердца, если вы верите, что сказанное здесь относится к вам, то напишите это ниже как декларацию веры: «Бог – мое прибежище». Когда вы пишете эти слова, вы не только заявляете о своей вере, вы закрепляете свою веру к завету с небесами. Вы говорите: «Что бы ни случилось, я верю, что Бог – мой защитник, мой кормилец, мой источник и моя сила». Скажите это и напишите это смело: «Бог – мое прибежище», потому что в тот момент, когда ты это провозгласишь, все силы тьмы, пытавшиеся украсть твой покой, ослабнут. Все атаки, замышлявшиеся против тебя, рухнут. Всякое беспокойство сменится в безопасность. Вы почувствуете божественную защиту, которая всегда была над вашей жизнью, ту же защиту, которая оберегала вас в детстве, которая проводила вас сквозь опасности, которая шептала вам, когда вы почти сдавались: «Я был с тобой с момента твоего сотворения. Я был с тобой при первом вздохе и буду с тобой при каждом последующем. Я наблюдал за каждым этапом твоего существования, за твоими победами, сомнениями, минутами молчания и криками о помощи. Я никогда не отсутствовал, я всегда тихо работал за кулисами, готовя урожай, который вы сейчас получите. Вы перейдете от чувства подавленности и истощения к ощущению изобильным, исполненным и восстановленным. История вашей жизни вступает в решающую главу хороший успех, божественной благодати и возможностей, которые будут умножаться. Там, где была путаница, будет ясность. Там, где были потери, будет наследование. Где была боль, там и будет точка мир. Я, Господь, твой Бог, обещаю восстановить все сломанные части тебя, не только то, что видят другие, но и то, что было скрыто в твоем теле. Сердце я исцелю тебя. Физически, эмоционально и духовно я превращу твою личную боль в публичное свидетельство. Ты станешь живым примером моей милости и власть. Ни благословения любви, исцеления, новых возможностей и божественной благодати уже на пути к тебе. Ты молился в тайне, и я услышал. Ты верил, даже когда тебя окружали сомнения, и теперь я вознагражу тебя. Вера открыта.
Мир увидит, что я могу сделать с тем, кто отказывается сдаваться. Но не храните это чудо себе, дитя мое. Поделись этим сообщением как минимум с 5 человек, которые верят в Иисус, пусть они услышат это же обещание. Пусть они получат это же помазание. Потому что то, что я высвобождаю в вашу жизнь, предназначено не только для вас, оно предназначено для других. Когда вы делитесь, вы становитесь частью цепочки сбора урожая, умножая благословение, которое достигло вас. Ты не один. Ты часть большего сообщества верующих, мужчины и женщины, избранные нести свет в темные времена, говорить веровые моменты страха и вместе, как семья, полная изобилия и надежды. Когда вы комментируете, делитесь, подписываетесь, вы не подписываетесь на страницу, а присоединяетесь к движению веры. Вы заявляете миру: «Я хожу с Богом и верю в чудеса». Поэтому теперь я прошу вас от всего сердца подписаться на этот канал, оставайтесь на связи с этим заветом и возвращайтесь сюда, чтобы снова услышать мои слова, когда вам понадобится сила. Потому что послание приходит не случайно, а от небеса, разработанный, чтобы помочь вам шаг за шагом войти в вашу новую жизнь, процветание и мир. И я буду продолжать говорить с вами через каждое сообщение, через каждый момент, когда вы открываете свое сердце. Слова, которые вы здесь слышите, живые семена, и каждый раз, когда вы слушаете, они все глубже укореняются в вашей душе. Они напомнят вам, кто вы, не жертва, а судно света. Не нищий, а наследник божественного наследия. Не потерян, но ведомый Бог воинств, который повелевает всем творением. Помните, до конца этой недели вы увидите знаки, неоспоримые подтверждения моего присутствия. Ожидайте их. Радуйтесь, когда они появляются. Будь то послание, зов, исцеление или возможность, примите это как знак того, что я рядом. Пусть это укрепит вашу веру не только для себя, но и для окружающих. Ведь то, что я начинаю в твоей жизни, я умножу через тебя. Скажите это еще раз с убеждением: «Бог – мое прибежище». Произнеси это за свой дом, за свою семью, за свои мечты, за свое будущее. Пусть небеса услышат это, пусть твой дух поверит в это, и пусть враг убежит от этого. Ты защищен, ты избран, ты охвачен моей силой. Ваши следующие дни будут совсем не похожи на прошлое. Вы вступаете в неделю, божественные сюрпризы, месяц проявленные обещания и год избыток за пределами вашего воображения. Вы увидите, как открываются двери, выплачиваются долги, восстанавливается здоровье и расцветает любовь. И помните, я не Бог, который забывает. Я – Бог, верный Бог, тот же вчера, сегодня и вовеки. Пока ты идешь со мной, ты никогда не будешь один. Пока ты доверяешь мне, ты никогда не будешь нуждаться. Теперь, дитя мое, иди мир. Ходите с высоко поднятой головой, зная, что небесные армии стойте на страже вокруг себя. Благословенны вы, когда встаете, благословенны, когда отдыхаете, благословенны, когда отдаете, и благословенны, когда получаете. Поделитесь этим сообщением веры. Прокомментируйте ваше заявление «Бог – мое прибежище». Подпишитесь на этот канал, чтобы оставаться в рамках этого завета изобилия, и каждый раз, когда вы вернетесь, знайте, что я здесь, готовы говорить, готовы благословлять, готовы вести вас к еще более великому чудесу. Это твой момент. Это твое время, точка благословения уже выпущен. Идите теперь с любовью, с миром и в полноте своих судьб. Бог с вами, и ваше чудо уже началось.